Приветствую вас, я Дэвид Уилкок. Раскрытие — это, конечно, концепция о существовании секретов, скрытых от нас. Но нам необходимо знать правду, чтобы подняться на следующий уровень как планета и как цивилизация. Сокрытие истин не приносит нам никакой пользы. Нам нужно расти как планете. Нам следует осознать, что задолго до построенной нами цивилизации на Земле уже существовала продвинутая цивилизация. Такова суть того, о чем рассказывал нам Грэм Хэнкок еще с появления его революционной книги «Следы богов» в 1995 году, суммирующей невероятный массив данных из более 300 книг, которые я прочел раньше. Он взял самый потрясающий материал, объединил его и выявил целый ряд вещей, которые я не увидел прежде. Хотелось бы, чтобы вы помнили, что мне оказана особая честь и привилегия беседовать со многими разными инсайдерами, имеющими доступ к высоко засекреченной информации. Я имею в виду 35 уровней доступа, выше доступа президента Соединенных Штатов. На самом последнем уровне вы имеете доступ к документам, помеченным грифом «Космос». Совершенно секретно. Как только вы получаете такой доступ, вы попадаете в мир инопланетной политики, вовлеченной в жизнь на Земле. И теперь уже не является чем-то новым цивилизация, разрушенная 12 980 лет назад или когда-либо. К моменту прибытия на Землю у пришельцев уже была история пребывания в нашей Солнечной системе, насчитывающая 5 миллионов лет. По-видимому, они колонизировали ее, приходя откуда-то извне. Сначала колонисты осели на очень большой планете, которая взорвалась в ходе войн, которые они вели друг с другом. Она превратилась в то, что сейчас мы называем поясом астероидов. Но до этого по существу это была суперземля. Со временем население мигрировало на Землю, колонизировало ее и обосновалось на нашей планете. Конечно, оно славилось очень продвинутой технологией, то есть эта древняя цивилизация обладала способностями, которыми мы не обладаем сейчас. Когда я начну говорить об этом с Грэмом Хэнкоком, вы заметите его убежденность в том, что те люди могли не иметь вид технологии, свойственной нам сейчас, но у них определенно была альтернативная технология. Мы немного поговорим о тибетской акустической левитации. Согласно наблюдениям датского исследователя, у тибетских монахов сохранилась способность пользоваться музыкой, создаваемой странными металлическими барабанами и длинными трубами. С ее помощью им удавалось поднимать и перемещать, левитировать камни. Процедура была сфотографирована и снята на пленку. Но когда записи прибыли в Лондон, их конфисковали и объявили засекреченными. Как вы думаете, сколько еще всего хранится от нас в секрете? И что мы могли бы обнаружить? Также мы собираемся взять вас в путешествие в Перу к весьма загадочным каменным руинам, называемым Саксайуамон. Когда мы придем туда, мы увидим невероятно большие камни, буквально погруженные друг в друга, почти как расплавленное суфле. Вы услышите, как Хэнкок объясняет, что некоторые из камней имеют глубину 4,5-6 метров и 12-15 граней. Но зазоры между блоками настолько малы, что в них нельзя просунуть лезвие бритвы или даже человеческий волос. И все же нам предлагают верить, что такие махины высекали, а затем укладывали друг на друга. Хотя свидетельство явно указывает на то, что камни разжижались так, чтобы становиться буквально мягкой помадкой. И еще вы познакомитесь с весьма загадочной идеей о том, что под Саксайуамоном в Перу находятся подземные пещеры и что перуанское правительство скрывает это от нас. Нам не позволяется видеть, что там происходит. Многие мои инсайдеры говорили, что всю Южную Америку пронизывает огромное количество подземных туннелей и что от нас тщательно скрывают эту информацию. Раскрытие — это всегда правда, иногда правда ранит. Именно такое случается, когда мы обнаруживаем, что такая продвинутая цивилизация была полностью сметена с лица планеты в результате грандиозной катастрофы. Это очень тревожащие знания. Итак, я начинаю наше следующее интервью с Грэмом Хэнкоком. Если что-то такое, скажем, школьный автобус, выбросить на свалку, и он пролежит там 50 лет, он заржавеет и превратится в труху. Исходя из этого, как цивилизация может выжить в колоссальной катастрофе? Почти никак.
Об этом стоит думать, когда мы приступаем ко второму интервью с Грэмом Хэнкоком. Смотрите сами. Когда вы приходите на свалку, вы видите автомобили, пролежавшие там с 1950-х годов. Железо уже превратилось в окись железа. Кислород действует на железо, и машины полностью ржавеют. Тогда люди могли бы спросить, если те люди владели антигравитацией, если они могли левитировать огромные каменные блоки, где же все их сотовые телефоны? Где все инструменты? Что произошло в том случае, о котором вы говорили? В случае сильного наводнения, но в первую очередь следует понять, насколько колоссальным было само событие. Насколько потрясающим. Мы говорим не о мелкомасштабном катаклизме. Мы рассуждаем о грандиозном событии, ответственном за крупномасштабные вымирания видов животных по всему миру, о событии, изменившем лицо планеты и приведшем в движение мощный подъем уровня моря. Для цивилизованных людей естественно сосредотачивать все самые большие ресурсы вдоль береговых линий. И согласно этому сценарию, именно на побережьях мы сейчас ищем то, что случилось около 12 980 лет назад, а затем 11 600 лет назад и после этого, поскольку в катаклизмах больше всего пострадали именно побережья. Если бы нечто похожее произошло на североамериканском континенте, я имею в виду колоссальные наводнения, вызванные ударом кометы в ледяную шапку Северной Америки, они смели бы все. Не осталось бы ничего, совсем ничего. Если Антарктида сместилась из тропического климата, к Южному полюсу именно это предусматривает теория перемещения земной коры. Флавио Барбиера изящно связывает ее с влиянием удара кометы на вращение Земли. Момент, создаваемый ударом, и наводнение можно видеть на примере цунами по всему миру, хотя бы на примере Фукусимы. Но в данном случае все намного хуже, верно? Да, намного хуже. Как вы думаете, насколько высокими могли быть волны? Сотни метров. Они могли доходить до самых глубин материков и сметать все, что могло бы называться цивилизацией. Разве не имело бы смысла то, что сначала все разрушилось, а затем было погребено под слоем грязи толщиной, по крайней мере, 9 метров, и затем быстро деградировало? По-моему, следует принять во внимание еще и то, что мы не можем быть уверены в том, что предыдущая цивилизация обладала тем же видом технологии, что и мы. Их технология могла сильно отличаться от нашей. Видите ли, я часто думаю, что наша цивилизация пошла по пути преимущественно механизмов. Мы думаем в терминах механизмов и машин. Мы делаем все с помощью машин, то есть живем в век машин. Хотя сейчас, возможно, мы входим в цифровую эру, если хотите, мы пользуемся своими сметливыми мозгами для создания технологий, способных сделать еще больше. Однако, думаю, нам следует учесть, что множество древних мифов воздают должное вероятности того, что предыдущая цивилизация была способна передвигать вещи без оборудования, которое нужно нам. Поскольку на протяжении тысячелетий мы полностью вкладывали себя в аппаратуру и механизмы, возможно, мы упустили способности человеческого ума, которые в высшей степени развила предыдущая цивилизация. Во-первых, ключевое положение в том, что катаклизм оказался настолько колоссальным, что в любом случае после него осталось бы совсем немного. Во-вторых, даже в том, что осталось, нам не следует искать зеркальное отражение нашей собственной цивилизации. Нам не следует искать нашу технологию. Нам не следует искать наш вид материальных вещей. Даже то, что мы находим, мы можем не воспринимать как технологию. Мы вообще можем не знать, что это такое. Точно так же, как через 10 тысяч лет, какие бы мелочи ни оставила после себя наша цивилизация, после глобального катаклизма, они могут не распознаваться тем, что это было на самом деле. Поскольку они являлись частью нашей цивилизации, а не частью будущей культуры. Знакомы ли вы с историей о тибетской акустической левитации? Да, знаком, она хорошо зафиксирована. Имеется фотография. Тибетские монахи способны левитировать и укладывать огромные каменные блоки весом в сотни тонн. Используя звук, они поднимают камни на значительную высоту. Они вооружены трубами и барабанами.
Дэн Дэвидсон в своей книге «Прорыв к источникам» новой свободной энергии анализирует размеры труб и барабанов. Все они являются гармоническими подразделениями, пропорциональными размеру камня. Монахи начинают создавать ужасный лязгающий шум, поскольку барабаны не кожаные, а металлические. Они стучат в барабаны, трубят в трубы и поют. Монахи придерживаются определенного ритма. Ритм меняется каждые 3 минуты. А вот детали я подзабыл, становясь быстрее и быстрее. Камень начинает колебаться, а затем медленно поднимается в воздух по параболической дуге. И это полностью игнорирует законы физики, которые мы знаем. Хотя сейчас мы можем пользоваться звуком для левитирования очень небольших объектов. Только и всего. Мы еще не дошли до стадии левитирования очень больших объектов. И вновь, поскольку наши умы заперты, в механических критериях отсчета, для передвижения объектов нам нужны рычаги, в то время как мог бы существовать абсолютно другой способ. Думаю, когда мы рассматриваем загадку бывшей цивилизации, нам следует держать умы открытыми к вероятности того, что они делали все абсолютно другим способом. Основанная на акустике технология не оставляет после себя механических объектов. Мы просто озадачены тем, как они делали то, что делали. Поэтому при рассматривании таких традиций, как пение древнеегипетских жрецов с целью подъема гигантских каменных блоков, нам следует расширить перспективу и критерии отсчета. Нам следует учитывать, что в процесс может быть вовлечено пение. Вместо того, чтобы отвергать весь процесс как фантазию древнеегипетских рассказчиков, нам следует спрашивать себя, что это может означать. Не смотрим ли мы на следы намного более ранней технологии, которую просто не способны понять? Возможно, я забегаю вперед, но мне хотелось бы сделать это прямо сейчас. Ковчег Завета. Стены Иерихона. Верно. Но Ковчег Завета являлся важной частью моей жизни довольно длительное время, поскольку я написал о нем книгу, опубликованную в 1992 году. Она называлась «Ковчег Завета». В поисках знака и печати Бога, чтобы написать эту книгу, мне пришлось глубоко исследовать историю Ковчега Завета, о котором исчерпывающе говорится в Ветхом Завете Библии. Но еще больше информации содержится в иудейских легендах и традициях, связанных с Ковчегом Завета. Исходя из всей этой массы материала, складывается жуткое ощущение, что мы видим описание некоего вида технологического объекта, некоего вида машины, и в первую очередь некоего вида смертоносного оружия, связанного с очень злобным божеством, которого мы знаем как Иегову. Иегова — это настоящее божество-убийца, которое постоянно насылает самые ужасные кары на людей. А ковчег — это его чудовищный инструмент, описание которого было передано Моисею. Моисей построил ковчег согласно описаниям, давшего их существа, в которого нас учат верить как в Бога. Эта сущность, если вы проследите ее историю в Ветхом Завете, является невероятно жестоким, злобным, низким, карающим существом, налагающим ужасные наказания на человечество. Ковчег использовался как орудие для посылания страшных наказаний. Поэтому, когда филистимляне захватили ковчег у израилитов, когда они похитили ковчег у израилитов во время завоевания земли обетованной и открыли его, нам говорится, что 50 тысяч филистимлян умерло в агонии. Они скончались от раковых опухолей, и их поразила слепота. И вновь, нам следует очень осторожно проецировать нашу технологию на сообщения о прошлом. Но симптомы напоминают смерть от лучевой болезни. 50,0 человек, и все они находились в опасной близости от ковчега. Израильтяне сделали выставку и создали некий вид туристического объекта. Каждый может войти внутрь и изучить прошлое, хотя это определенно не что-то, что сделали бы вы с Ковчегом Завета. Затем, как вы говорили несколько минут назад, имеется история с Иерихоном. Из истории падения стен Иерихона в умах большинства людей застревает то, что израилиты маршировали вокруг стен города, трубя врага. Таким образом создавался звук определенной частоты. Еще они носили вокруг стен Ковчег Завета. А филистимляне собрались вокруг стен. Каким-то образом израилиты изменяли состояние глины.
Мне трудно сопротивляться вероятности того, что мы смотрим на происходящее через фильтр, перспективы авторов библейского текста и видим описание некоего вида устройства, которого не понимаем до конца. Сохранилось много каменных объектов из Древнего Египта, по существу со всего мира, но особенно собранных из Древнего Египта, вырезанных из очень твердого камня. И мы действительно не понимаем, как они это делали. На одном уровне вы можете смотреть на них в витринах музеев и говорить, что это красивые каменные вазы. Но если вы обратитесь к кому-то, занимающемуся сверлением, вырезанием из камня и создающему инструменты, например, к Кристоферу Дану, и попросите его посмотреть на вазы, он скажет примерно следующее. Я не могу понять, как это было сделано. Должно быть, у них имелся некий вид машины. Даже Флиндерс Питри, великий египтолог и человек, который сейчас во многом ассоциируется с традиционными идеями, хотя во время пребывания в Египте он придерживался альтернативной точки зрения, убедил себя в наличии обычного объяснения, когда смотрел на то, что называется буровым керном.